названные лица жили и враждовали в царствовании Георга III. Добрые или злые, красивые или безобразные, богатые или бедные. Все они ныне сравнялись. Главная мысль картины Барри Линдон включается в финальном послесловии. Неважно, бедный ты или богатый, дворянин или крестьянин, женщина или человек. Все мы равны перед ликом смерти. Смерть – это великий уравнитель. Простая, но в то же время глубокая мысль. И я не случайно начал именно с поисков глубинных смыслов. Ведь на первый взгляд может показаться, что в фильме нет ничего, кроме формы. Это такая линейная приключенческая история жизни паренька, который случайным образом становится дворянином. Но в данном случае простота лишь подчеркивает гениальность. Ни для кого не секрет, что Кубрик мечтал снять фильм про наполеоновские войны, потому что сам себя отождествлял со знаменитым корсиканцем, вышедшим из простой семьи и поставившим на колени пол-Европы. Но каждый раз режиссеру что-то мешало. То Бондарчук-старший выкатывает «Войну и мир» в тот же год, то студия отказывает финансирование, то выходят другие крупные фильмы в похожем сеттинге. В связи с этим, в надежде хоть как-то зацепить эпоху викторианской Англии, Кубрик кладет свой взгляд на произведение Такерея «Ярмарка тщеславия». Но ярмарка оказывается трудной в плане переложения с бумаги на пленку. Такое объемное и сложное произведение тяжело уложить в формат полного метра. И Стэнли берет для экранизации другой роман Такерея «Записки Барри Линдона, Эсквайра», где повествование идет от лица представителя среднего класса Барри, который в ироничной и хвастовливой форме рассказывает о своих похождениях. После скандального успеха «Заводного апельсина» студия не только соглашается на любой сценарий, но и дает Кубрику неограниченный бюджет. И в картине мы видим, как режиссер разворачивает этот бюджет по полной. Как хитрец и плут Барри, Стэнли убеждает продюсеров, что натуральные съемки без декораций обойдутся студии дешевле и качество будет лучше. Сниматься все должно при естественном освещении, потому что в те времена ламп не было, и так будет гораздо аутентичнее. Для того, чтобы снимать при свете одних лишь свечей, Кубрик заказывает объективы с луноходов НАСА. Даже костюмы использовались подлинные или точные копии подлинных. Щетки для чистки зубов, оружие, бритвенные принадлежности. Все эти вещи были почти музейными экспонатами. Можно сказать, что Кубрик угорел по натуральности. Но только благодаря такому подходу мы получили то, что получили. Фильм как замороженное время, подобный холстам классических мастеров XVIII века. Кубрик не раз использует визуальный прием отъезда камеры от некой значимой детали до общего плана, который напоминает живопись. При первом просмотре это может и не бросается в глаза, но во второй и третий раз ты уже начинаешь обращать внимание на то, как же виртуозно поставлен кадр. Кинчик вообще очень неспешный, даже можно сказать медитативный, так что нужно быть готовым к такому. Желательно вообще быть аутистом-визуалом с синдромом Дауна, без негатива. Тащим-то мне фильм очень понравился, и в моем Кубрик-топе он, наверное, на первом месте. Так как я, как вы уже поняли, из той категории людей, о которых сказал чуть выше. В экранизации не обошлось и без классического кубриковского переосмысления. Первоисточник, например, ведет рассказ от лица самого Барри. Книжный Барри – персонаж более негативный. Он много пиздит, бьет женщин и детей, обладает множеством пороков. В фильме же личность Барри несколько обеляется, а повествование ведется от лица язвительного голоса рассказчика, который уже знает конец истории. Помимо увлекательного сюжета, Кубрик показывает нам силу влияния случая на жизнь человека. Барри Линдон, выигрывая дуэль за дуэлью и обыгрывая соперников в азартные игры, добивается расположения дворянки с огромным состоянием. О чем это говорит? Как мне кажется, о самой природе азарта. О том, что, поставив все на кон, ты можешь подняться выше всех или упасть так низко, как никогда. Красивая жизнь, политика и статус – это лишь результаты удачного стечения обстоятельств. Можно либо родиться в нужное время в нужном месте, либо удачно поставить все на красный. Сам период Англии конца XVIII века показан как застойный, а не как время просвещения. Ценности буржуазии никак не соотносятся с ценностями пролетариата. Мы видим пышные застолья и балы, покупку дорогих предметов роскоши сильные мира всего. Но в то же время бедность, разруху и нескончаемые войны с обеих сторон, которые уносят десятки тысяч жизней военного и гражданского человеческого потенциала. Отъявленным бандитам дается выбор между восхождением на плаху и вступлением в армию. Война оказывается едва ли не единственным социальным лифтом того периода, что и вынуждает Барри, лишившегося средств существования, пойти в армейку. И несмотря на якобы просвещенное общество, любые сложные вопросы все еще решает сила. Дуэли были разрешены даже церковью, а война никогда не меняется, как говорил великий Тодд Ховард. Автор идеи сам щит. Текст читала Хижина.